Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, и сегодня мы с вами будем говорить о недостатках модельной работы. Когда-то на моем канале было такое видео, но я его записывала так давно, оно было в плохом качестве, что я решила его перезаписать для вас, тем более прошло немало времени с тех пор, и мне есть что добавить. Эта тема очень актуальна для девочек, которые хотят стать моделями. Важно знать подводные камни этой профессии для того, чтобы вам было легче в будущем работать. Давайте начнем по порядку. Какие же есть минусы в этой работе? Первое. Отношения с модельным агентством. Когда модель заключает контракт с модельным агентством, она полностью от него зависит. Она не может фотографироваться с какими-то фотографами, участвовать в каких-то проектах, фотографироваться для брендов. Все это только с разрешения модельного агентства. Вы вряд ли его получите, если оно не поимеет с этого каких-то денег. Если модельное агентство не предоставляет достаточно кастингов, соответственно, работаем, модель остается без заработка. Особенно ситуация сложная, когда модельное агентство отправляет девочку за границу, при этом они оплачивают перелет, жилье и визу. Модель должна все это отработать и плюс еще заработать что-то себе. И в том случае, если она не получает достаточно работы, она уходит в минус, и она остается без либо каких средств на существование за границей. Поэтому прежде чем подписывать контракт с модельным агентством, нужно хорошо изучить информацию об этом агентстве, потому что много агентств обманывают моделей, то есть они им не выплачивают деньги, либо берут какие-то сумасшедшие проценты, либо, допустим, отправляют модели за границу и при этом не несут за них никакой ответственности. Прежде чем подписать контракт, вы должны изучить этот контракт, а лучше вообще отнести его на проверку юристу, чтобы он вам на 100% сказал, что там все чисто, в порядке, и вы будете в безопасности. Второе. Условия жизни моделей. Когда модели летят за границу по контракту, чаще всего не живут в таких квартирах, это называется модельные апартменты. Там много девочек живет в одной квартире, это может быть 5-6, в одной комнате может жить по несколько девочек, и это получается такое своего рода общежитие. В один день может быть много кастингов, причем каждый кастинг может быть в разных концах города. И можете себе представить, каково это ездить в незнакомом городе, а тем более, если это Азия какая-то, там Китай. Третий недостаток – кастинги. Сам по себе процесс кастинга малоприятный. Вы приезжаете в незнакомое место, незнакомые люди вас оценивают по внешности в сравнении с другими девушками. При этом вы еще можете быть в белье или купальнике, такое иногда бывает. Поэтому мне кажется, что для стеснительных и неопытных моделей это в каком-то роде даже испытание. Также в случае неудачи это может отрицательным образом сказываться на самооценке модели, особенно в юном возрасте. Поэтому мой вам совет – никогда не заморачивайтесь, не думайте, почему вас не отобрали на том или ином кастинге. Причин может быть много. Вы могли просто не подойти типажом, потому что на разные проекты нужны разные типажи девушек. И это ни в коем случае не говорит о том, что вы некрасивая, что вы плохая модель. Даже не думайте об этом. Также большая конкуренция. Девочек очень много, им могло понравиться там десяток разных девочек, но они просто ткнули пальцем на одну из этих 10, и вам не повезло. Но опять-таки это ни о чем не говорит. Ваша задача ходить как можно больше на кастинги, и все равно рано или поздно вас выберут. Четвертый недостаток. Иногда вам подбирают такие образы, в которых вы сами себе не нравитесь. Но при этом нужно соблюдать спокойствие, нужно быть в хорошем настроении, и ни в коем случае ваше лицо не должно выдавать этого, иначе это будет непрофессионально. Например, когда-то я снималась в клипе, у меня была роль черной королевы. Мое все тело покрыли белой специальной краской, лицо разрисовали черным. Даже не спрашивайте у меня, что это было. Но был такой забавный, интересный опыт. Поэтому к этому нужно относиться как к части своей работы и даже искать в этом плюсы, потому что у вас есть возможность экспериментировать со своей внешностью, с образами, вы можете перевоплощаться в кого-то другого, пробовать разные амплуа, это в какой-то степени интересно. Пятый недостаток – нужно уметь скрывать свои эмоции. Например, мне недавно мой визажист, с которой я работала, рассказала такую историю, что она работала на проекте, где они фотографировали купальники, и модель накануне поругалась со своим парнем, и она каждых полчаса во время съемочного процесса плакала. Ей поправляли без конца макияж, у нее лицо было опухшим, и, понятное дело, заказчики остались очень недовольны. Безусловно, очень жаль эту девушку, можно понять, а заказчиков понять можно тоже, потому что они потратили свое время, они заплатили за весь съемочный процесс, они его организовали. Можете себе представить, заплатить за услуги визажиста, за услуги модели, за студию фотографа и так далее, и при этом они получили совершенно не те снимки, которые хотели, потому что лицо девушки, естественно, было грустным, а не таким, как нужно. Поэтому в такие моменты нужно помнить, что нужно вести себя всегда профессионально. Даже если у вас произошла какая-то драма, вы расстроены, у вас нет настроения, либо себя плохо чувствуете, нужно уметь это скрывать и не показывать своего реального состояния. Как только на вас наводится камера, вы тут же должны излучать позитив, быть счастливыми, у вас должны быть жизнерадостные глаза и вообще красивое выражение лица. Шестой недостаток. Работа моделью всегда предполагает выглядеть идеально. Вы не можете позволить себе набрать лишние килограммы, ходить с неухоженными ногтями, кожей или волосами. Вы должны всегда это поддерживать в порядке, максимально идеально, потому что ваш заработок напрямую зависит от того, как вы выглядите. Это на самом деле это классно, конечно, что это вас мотивирует
всегда выглядеть хорошо, но у каждой девушки есть такие периоды в жизни, когда иногда хочется расслабиться, полентяйничать, но из-за своей работы вы не можете себе этого позволить. 7-й недостаток. Модель не может сильно изменять свою внешность без ведома модельного агентства. Чаще всего модельное агентство против различного рода изменений, потому что это влечет за собой ряд проблем. Например, если модель решила изменить цвет волос, либо длину волос, ей нужно полностью менять свое портфолио. Либо те клиенты, которые работали с ней раньше, могут перестать с ней работать, потому что у нее поменялся типаж. Если мы сейчас говорим о каких-то необычных оттенках волос, пирсинге, татуировках, это вообще не приветствуется для модели, и прежде чем пойти на такой шаг, нужно 300 раз подумать об этом, потому что вы можете лишиться работы. 8-й недостаток, пожалуй, для меня самый ужасный. Из-за многочисленных съемок очень повреждаются волосы и кожа. Можете себе представить, в один день мне могут накрутить, выровнять волосы раза 4. Я вам советую не стесняться спрашивать о термозащите для того, чтобы использовали на ваших волосах, потому что к концу дня у вас могут просто отпасть эти волосы. По этой причине я всегда отказываюсь от проектов, которые связаны с волосами, там, например, реклама краски, либо показ причесок, потому что волосы там вообще убиваются в один счет. Они, конечно, хорошо оплачиваются, но это того не стоит. И, кстати, тоже начинающим моделям я советую как можно реже принимать участие в таких проектах, а те деньги, которые вам заплатят, потом потратить это все на то, чтобы возобновить то, что вам испортили, мне кажется, это не имеет смысла. Кстати, вспомнила, когда я начинала только работать, меня пригласили поучаствовать в качестве модели в одном проекте. Это был конкурс визажистов, там мне должны были сделать какой-то фэшн-макияж. Я так обрадовалась, потому что для меня все это было ново, интересно, для меня это было какой-то возможностью где-то вот поработать как модель. А потом мне сказали о том, что мне должны сбрить брови. Я была просто в шоке от этого, но я уже начала даже сомневаться, думаю, может быть, стоит попробовать. Мне еще так сказали: да все будет в порядке с твоими бровями, они быстро отрастут и будут еще лучше прежнего. Слава богу, тогда здравый смысл победил, и я отказалась от этого проекта. И я вспомнила, что этот проект даже не оплачивался. У меня сейчас это в голове не укладывается, что такое бывает. Начинающим моделям я настоятельно рекомендую ценить себя и с самого начала своей карьеры ставить себе планку и не соглашаться на какие-то нелепые проекты, а тем более, если это будет наносить урон вашей внешности. По поводу кожи. Конечно же, каждый день, когда на вас наносят толстый слой макияжа, это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии кожи. Тем более используется профессиональная косметика, очень плотные тональные крема, водостойкая тушь, часто клеют накладные ресницы, которые я вообще терпеть не могу. Каждый раз после съемки я всегда стараюсь быстренько отклеить ресницы, если они есть, попросить у визажиста салфеточку, чтобы стереть хотя бы часть макияжа. А еще меня очень забавляют визажисты, которые спрашивают, мол, почему я не хочу ходить такая красивая, там, оставшуюся часть дня. Я очень вам советую следить за тем, в каком состоянии находятся кисти у визажиста, чистые ли они, даже спрашивать его об этом, смотреть, использует ли он какое-то дезинфицирующее средство, использует ли он одни и те же кисти, допустим, на 2 моделях, там во время съемки помада и всякое такое, потому что это очень серьезно, вы можете даже таким образом поймать инфекцию себе. Когда вы приходите домой после съемки, очень важно тщательно смыть этот макияж, потому что он очень стойкий, поэтому одного геля для умывания недостаточно, нужно использовать прям все этапы очищения кожи. Также кожа пересыхает, поэтому нужно использовать крем. Мне уже кажется, что это скоро станет девизом моего канала. Пользуйтесь кремом, настолько я часто это произношу. 9-й недостаток – боли в ногах. Когда у вас целый съемочный день, чаще всего вы полностью его проводите на ногах, вы либо ходите, либо стоите, при этом это все на высоких каблуках, часто обувь бывает очень неудобная, либо бывает даже не по размеру. По этой причине у меня впервые в жизни начали появляться судороги по ночам. Как вы знаете, с возрастом ситуация только усугубляется. 10-е. Есть такой неприятный нюанс, который меня просто дико раздражал раньше, потом я уже к этому привыкла. В процессе того, как вы переодеваетесь, вас постоянно поправляют, вам помогают переодеваться, вас там застегивают, еще чего-то, то есть вас без конца касаются. При этом вы еще находитесь без лифчика, чаще всего каталоги снимаются на голое тело, и поэтому, естественно, все видят. И для особо стеснительных моделей это будет такой дискомфорт. В то время, когда вы фотографируетесь, вас могут поправлять 6 рук, поправляют волосы, там, лицо, стилист поправляет одежду. Есть ли такие люди, у которых прям фобия, они терпеть не могут, когда к ним касаются люди, там, другие, какие-то посторонние, это просто неприятно. Но с годами работы уже настолько к этому всему привыкаешь, что, в принципе, все происходящее настолько безразлично. 11-й недостаток – условия работы. Они бывают настолько разными, что, мама дорогая, где я только не работала. Самое распространенное – это, наверное, студия, в которой включают кондиционер на полную катушку, причем здесь кондиционеры работают не так, как у нас. Если они их включают, то помещение превращается просто в морозильную камеру. Особенно, если я фотографирую
фотографируюсь там в купальниках или нижнем белье, очень тяжело лицо сделать расслабленным, когда там зуб на зуб не попадает. Плюс еще бывает включает ветродуй, который обдувает таким холодным ветерком, то еще усложняет задачу. Съемка на пляже. Все любят фотографии в купальниках, но мало кто знает, что на самом деле это очень сложно, потому что я иногда фотографируюсь на пляже не в жару, а там, допустим, бывает зимой в плюс 15, и когда дует ветер с океана, то есть это вообще очень холодно. Нужно сидеть на острых камнях, твердых, а еще фотограф при этом тебе такой говорит: ну ты займи себе позицию какую-то, в которой тебе будет комфортно. И я такая призадумалась, думаю, какая же это такая позиция, в которой мне может быть здесь комфортно. При этом дует ветер, который развивает ваши волосы, они у вас во рту, и при этом всем нужно сделать такой непринужденный взгляд, все должно быть красиво, расслаблено, секси. Чаще всего нужно смотреть в сторону света, на солнце, когда оно слепит вам в глаза, то есть это тоже бывает сложно. Иногда фотографы даже просят вас зайти в воду, вода здесь ледяная. У меня был такой случай, что фотограф меня попросил прилечь на песке очень близко с водой, и меня при этом накрыло волной. Волны в LA не маленькие, вода была ледяная, и я была жутко злая, потому что фотограф видел, что вода идет на меня, и он меня не предупредил, потому что хотел получить, видно, кадр там с волной на заднем фоне. Ну а про модель он так думает, ну подумаешь, накроет ее водой, ничего страшного, переживет. Еще у меня была съемка клипа, когда на меня выливали арбузный сок мне на лицо, на волосы, можете себе представить, когда это все такое липкое, это не очень приятно. Это была одна из идей Алана Бадоева, режиссера, очень талантливого с Украины. На этой же съемке меня чуть не убили. Я лежала на полу, и они снимали кадр сверху, это была камера на кране, и получается, эта вся конструкция упала прямо на меня. Мне очень повезло, что люди на съемочной площадке, там, которые работали, не успели поймать эту камеру просто у меня над лицом. Если бы они не успели, наверное, моего лица уже бы не было. Поэтому работа это может быть даже рисковой. И 12-е, пожалуй, самый основной недостаток. То, что моделингом нельзя заниматься вечно. Это чаще всего где-то до 30 лет. Все, конечно, индивидуально, все выглядят по-разному, но все равно рано или поздно нужно думать над чем-то другим. Поэтому я бы посоветовала девочкам, даже те, которые только начинают заниматься моделингом, все равно думать о чем-то еще, развивать себя в каких-то других направлениях. Если вы, например, творческий человек, вы можете заняться еще актерским мастерством, либо думать над тем, чтобы открыть какую-то линию одежды, чего-то, например, заниматься организацией каких-то съемок. То есть множество есть направлений, нужно себя в чем-то найти. Например, для себя я выбрала блогинг, мне безумно это нравится. Кстати, пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, потому что, наверное, если бы не ваши такие положительные комментарии, у меня бы не получалось так вести свой канал. Иногда мне очень тяжело совмещать моделинг и блогинг. Это все отнимает очень много времени, и тем более я стараюсь, чтобы мой контент был качественным, а не только так, для количества. И бывает такое, что я так выдыхаюсь, мне кажется, что я уже настолько устала, у меня нет сил что-то делать, а потом такая захожу, читаю ваши комментарии, которые настолько искренние и приятные, и у меня тут же открывается второе дыхание, и мне хочется работать в 2 раза больше. Спасибо вам за это. Пускай другие блогеры не обижаются, но мне кажется, что у меня просто самые лучшие подписчики, ни у кого таких нету. На этом у меня все, ребят. Напишите мне в комментариях, как вам это видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. И, кстати, если вы нажмете на вот этот колокольчик вверху, таким образом вы не будете пропускать моих новых видео. Внизу в описании под видео я оставлю ссылочку на свой инстаграм. Я сейчас стараюсь как можно больше над ним работать, выкладывать часто хорошие, качественные фотографии, поэтому тоже буду рада вашей подписке. Пока!